История искусства сохранила память о грандиозных творениях рук человеческих. К сожалению, мы, люди 21 века, можем увидеть лишь незначительную часть сохранившихся скульптур и картин. К величайшим произведениям искусства, которые не дожили до наших дней, принадлежит и легендарный колосс Родосский, олицетворявший силу и богатство древнегреческого острова Родос. Он был образом солнечного бога Гелиоса, что считался главным покровителем острова. Как же выглядела знаменитая скульптура? Почему судьба колосса столь печальна? Колосс Родосский по праву принадлежит к одному из 7 чудес света. И если сегодня обывателей сложно удивить грандиозными сооружениями, то творения людей, воздвигнутые еще до нашей эры, вызывают невольное восхищение. О колоссе немало упоминаний в источниках, однако ученые до сих пор пытаются выяснить точное месторасположение и внешний облик изваяния. История колосса Родосского начинается после смерти Александра Македонского. Тогда царь Египта, Птолемей, укрепил свое влияние на греческом острове Родосе. В качестве взаимовыгодного сотрудничества греки и египтяне заключили союз, позволяющий контролировать торговлю в Средиземноморье. Тем не менее, Родос продолжал оставаться лакомым кусочком для амбициозных правителей других стран. В 305 году до нашей эры Деметрий Македонский прибыл на остров с войском, насчитывавшим 40 тысяч солдат. Это была невероятно многочисленная и сильная армия по тем временам. Главный город Родоса пробыл в осаде около года, однако не пал даже под натиском стенобитных орудий. Деметрий Македонский вынужден был отступить. Это была личная победа всех родосцев, а потому народ решил воздвигнуть памятник богу Гелиосу, который, как гласили предания, охранял их от врага. Согласно мифам, в древние времена Гелиос извлек из моря небольшой клочок суши, создав тем самым остров Родос. С той поры эта земля находилась под властью солнечного божества, а жители поклонялись ему. Чтобы построить прекрасную и поистине огромную статую любимого бога, родосцы продали орудия, брошенные противником, а вырученные средства направили на строительство и подготовку материалов. Скульптором был выбран Харис, древнегреческий мастер, ученик выдающегося Лисипа. Изначально родосцы планировали воздвигнуть статую высотой 18 метров, но в дальнейшем решено было увеличить рост колосса в 2 раза. Несмотря на постоянный сбор средств, вырученной суммы не хватало на такого бронзового гиганта, поэтому Харис брал в долг у родственников и друзей, чтобы воплотить столь смелый замысел в жизнь. Над заказом жителей Родоса скульптор работал около 12 лет, однако результат превзошел все ожидания. Колосс Родосский представлял собой фигуру стройного юноши с лучистым венцом на голове. Он стоял, слегка отклонившись назад и вглядываясь вдаль. Вероятно, изваяние находилось в порту Родоса или чуть подальше. В любом случае, фигура бога смотрелась крайне живописно. Он словно всматривался в каждый корабль, что направлялся к берегам Родоса, выступая защитником своего острова. Сама скульптура была создана из глины на каркасе из камня и железа, поверх которого были наложены бронзовые листы. Фрагменты, найденные археологами, указывают на то, что одна рука Гелиоса была поднята ко лбу, а устойчивость статуи обеспечивали ноги и копье. Примечательно, что скульптор использовал новаторский прием для создания изваяния бога. По мере возвышения статуи создавался поднимающийся холм, который в дальнейшем убрали. Это значительно облегчало работы. Увы, судьбы мастера и его творения сложно назвать счастливыми. По завершению работ Харис оказался под ударом кредиторов. Знаменитый скульптор превратился в банкрота, из-за чего покончил жизнь самоубийством. Колосс Родосский простоял на своем острове тоже совсем недолго, чуть более 50 лет. В 226 году до нашей эры произошло сильное родосское землетрясение. Высокая статуя не устояла и упала на землю. Царь Птолемей III предложил родосцам оплатить восстановление символа их острова, но они отказались. Почему же?
Причина крылась в предсказании Дельфийского оракула. Согласно прорицанию, изваяние нельзя было поднимать, поскольку это могло вызвать гнев бога Солнца. Упоминания о колоссе встречаются в творениях самых разных античных авторов. Страбон пишет, что статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и переломленная у коленей. Однако и поверженный гигант вызывал восхищение народа. У Плиния-старшего указывается, что немногие люди могли обхватить обеими руками большой палец колосса. Далеко не все знают, что образ колосса Родосского пережил свое возрождение. Именно его образ стал вдохновляющим для скульптора Фредерика Бартольди, создавшего знаменитую статую свободы. Она в немалой степени напоминает колосса, тот же лучистый венец, поднятая рука и, конечно, впечатляющие размеры. Мы так и не можем сказать, как точно выглядел колосс Родосский. Античные писатели не оставили детального описания скульптуры, однако, без сомнения, она представляла собой грандиозное изваяние, вызывавшее восхищение у каждого человека, прибывшего на Родос. Он действительно был истинным чудом света.